Печальная, но всем хорошо знакомая картина, когда стирка заканчивается и нижнее белье с носками десантируется на балкон, бельевые веревки и, что еще хуже, прямо в жилые комнаты. И ладно еще если лето и висеть ему там недолго, а если зима? Зима близко. В этом случае белье маячит на глазах постоянно. Высохла одна партия, но тут же на подходе следующая и так далее. Вариантов бельевого террора настолько много, что я легко собрала топ-5 самых наболевших. Самый лайт – вечно занятый балкон, из-за чего попытка выйти туда подышать воздухом превращается в нечто такое. Бывает и такая планировка, что балкон – это единственный источник дневного света в комнате. Тогда после стирки простыней наступают 30 дней ночи. Последний закат месяца. Номер 3. Вещи сохнут на улице на глазах у соседей и прохожих. А самое веселье начинается, если неожиданно дождь пойдет или разбушуется ураган. Один из самых наболевших моментов – это погладить вещи после такой сушки. Тоже отдельная история. И самая тяжелая ситуация, когда белье негде сушить, кроме как в жилых комнатах. Минусы тут очевидные, добавлять нечего. Согласитесь, хоть один вариант да знаком. Напишите в комментариях, какой именно. Но я назвала столько жизненных ситуаций не для того, чтобы окончательно нагнать печаль. Наоборот, эти примеры показывают, сколько насущных проблем решает всего одна современная установка – сушильная машина. Она занимает в разы меньше места, чем вещевая плантация. Не зависит от погоды и в течение часа-двух выдаст идеально высушенную одежду с нормальным внешним видом, без растяжения или усадки. Давайте разберемся, какие сушильные машины сейчас есть и что они умеют. Я подобрала 5 самых интересных вариантов, от более доступных до премиальных, противовес 5 минусам самостоятельной сушки. Первая конденсационная сушильная машина Bosch самая доступная из моего списка. У нее простой внешний вид и сплошная дверца. Выделяются только боковины с дизайном Anti-Vibration, который уменьшает вибрации и, следовательно, делает машинку тише. Она вмещает до 7 кг белья, которые мониторятся датчиками для защиты от перегрева. Они же позволяют получить 2 варианта сушки: полностью сухие вещи, готовые к укладке на полке шкафа, либо слегка влажные для последующей глажки. Сам барабан имеет специальную структуру и захват софт-дизайн. Вкупе с остальными технологиями это сохраняет вещи от пересыхания, помятости и кошлатости. Из минусов есть большое выделение тепла и существенный расход электроэнергии. Следующая машина Beko расширяет перечень возможностей. Сначала то, что видно сразу. Во-первых, это прозрачная дверца, которая дает подсматривать, а не собрались ли случайно вещи в ком. Есть также дисплей, которым удобнее пользоваться, и плюс он выводит время до окончания сушки. Для борьбы с вибрацией используется тоже теснение на стенках, а барабан имеет особый рельеф и увеличенные лопасти, чтобы лучше перемешивать вещи, обеспечивая наиболее качественную и бережную сушку, особенно если загрузка максимальная. Из скрытых от глаз особенностей выделю 2 момента. Наибольшим преимуществом этой модели является технология сушки Heat Pump. Машина не нагревает помещение, поэтому ее можно использовать в небольших комнатах. А также получаем более высокий класс энергоэффективности, чем у первой установки, а с 2 плюсами вместо Б. В среднем это 200 кВт в год вместо 500 соответственно. За счет теплового насоса также сокращается время сушки белья. Третья сушильная машина с технологией Heat Pump снова от Bosch, и с нее уже подключается дизайнерская история. Видно, что над внешним видом поработали, и теперь это не просто суровая установка, а красивая часть интерьера. Если машинка будет всегда на виду, а не в кладовке, то это важно. В отличие от самого первого варианта, здесь уже есть блокировка от детей, 15 режимов сушки для разных тканей и, самое главное, многопотоковая система сушки Sensitive Drying System. Это большой барабан на 8 кг из нержавеющей стали со специальным захватом Soft Dry. Последний бережно обращается даже с самыми деликатными вещами за счет большого количества выступов каплевидной формы. Они равномерно обдувают белье потоком воздуха, а форма захватов создает эффект воздушной подушки при плавном изменении направления движения барабана. За экономичный класс А с 2 плюсами можно сказать спасибо тепловому насосу с экологичным фреоном и крутому двигателю. В отличие от аналогов с нагревателем,
сушилка потребляет втрое меньше электроэнергии и при этом не отапливает комнату. Конденсатор сушильного автомата не требует обслуживания и рассчитан на 5000 циклов сушки. Это в среднем 5 циклов сушки в неделю в течение целых 20 лет. Дальше эстафету принимает вариант от Electrolux Perfect Care 800. Машины такого уровня ставят во главе функции защиты вещей и сохранения их изначального вида и свойств. Над этим работает комплекс датчиков, задача которых правильно определить влажность загрузки и подобрать нужную температуру и скорость вращения барабана. За счет этого некоторые вещи сушатся при вдвое меньших градусах, что и защищает их от усадки. Например, она максимально бережно высушит шелк и сохранит водоотталкивающие свойства верхней спортивной одежды. И, наконец, AEG. Это модель топового уровня, которая вобрала в себя все лучшее, что вообще можно желать от современной сушильной машины. Ее задача – сделать процесс сушки максимально деликатным, а использование самой машины удобным. Программы системы Absolute Care точно регулируют движение барабана и температуру сушильной машины. Все это подбирается для каждой ткани индивидуально, чтобы полностью ее высушить, сохранив качество, вид и форму. Улучшенная система подачи воздуха в барабан сушит быстрее обычных тепловых насосов. А это не только экономия времени, но и электроэнергии. Что касается использования, то здесь все продумано до мелочей. Начиная от простого и понятного управления, заканчивая фильтром, который улавливает мелкий ворс и нити, поддерживая чистоту внутри барабана. Обычно почистить фильтр или фильтры – это целое дело, сопряженное головной болью. Тут же такого нет. Все просто и легко. Фильтр всего один, легко снимается, чистится и устанавливается обратно. Вот так выглядит пятерка моих крутых сушильных машин. И несмотря на отличия, каждая из них решает все проблемы, связанные с сушкой вещей по старинке. Устанавливаете такую в кладовке, на стиралку посредством соединительной планки или рядом с ней и освобождаете в разы больше места, чем она сама занимает. Сушка будет длиться не дни, а часы, без контроля погоды или круглосуточного наблюдения нижнего белья на веревках. А как вы сушите вещи? Как и сотни лет назад или по-современному? Пишите плюсы и минусы своего опыта. Уверена, вам есть чем поделиться. Ставьте лайк, если видео понравилось, и включайте подписку с колоколом, чтобы смотреть другие полезные видео. Например, заменит ли блендер кухонный комбайн и крутые игрушки для собак своими руками. Пока!